Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Забота. Тэхён сказал: «У меня короткое ахиллово сухожилие». Эта поза может травмировать Тэхёна, поэтому Чингук его мягко толкнул. Восьмое место. Эта разница такая явная. Вспоминаю этот эфир и то, как Намджун вопил на эти носочки. Фу, Чингук, убери это! Это ужасно! К Тэхёну вообще вопросов не возникает. Он так умиляется ножкам Чингука. Но вообще да, все же бро пищат от милоты при виде носочков друга. Чего это я? Тэхён с ребенком и со своей деткой. Это так мило. Седьмое место. Чингук такой Чингук. Вы как хотите, а я могу пересматривать это видео вечно. Чингук здесь настолько очевидный. Боги, да у него на лице написано, что он буквально хочет съесть Тэхёна и его голые ноги. Бесстыдник Тэхён, который надел такие шорты и позвал Чингука. А Чингук просто мужчина из плоти и крови. Подробнее о стикере, который засветился на чехле Тэхёна. Это постер к синглу «Малыш, я твой» в исполнении французского музыканта. Личность очень интересная и неординарная. Постеры к его музыке говорят сами за себя. А теперь часть лирики самой песни. И почему мне кажется, что это так хорошо перекликается с его отношениями с Чингуком? Я думал, что собрал все воедино, но был введен в заблуждение. В тот день, когда ты ушел, ты был часами, которые тикали в моем доме. Изменили мое душевное состояние, но любовь так трудно найти. Твои чувства менялись, как погода. Из прозрачного превратился в серый. В тот пасмурный день, как я могу жить дальше, не разваливаясь на части? Любовь так трудно найти, когда кто-то у тебя на уме. Послушай, малыш, твое желание для меня закон. Детка, неужели ты не поймешь это? Что я могу сделать, чтобы ты понял это? Тебе нужен кто-то, в кого ты можешь верить. Это я, действительно, заявляю. Телефон – это очень личная вещь. Стикеры и фото, что на телефоне Тэхёна, тоже личное. Очень информативное личное.
Абсолютно точно Тэхён знает, что любую деталь, которую он засветит, армии разберут на пиксели. Шестое место. Для Чонгука самый важный участник – это Тэхён. Тот факт, что Чонгук правда помогал Тэхёну победить, расставляя его карты, даже если сам был в команде Чимина и, по идее, должен был запутать Тэхёна. Пятое место. Вспомним этот момент. Тэхён решил, что флиртовать на сцене с Чонгуком прямо сейчас – это самое наилучшее решение. Впрочем, Чонгук вовсе не против. Немного отвлечемся. Вот что рассказал один из фанатов. Член моей семьи, который служит в той же воинской части, что и Тэхён, рассказал мне о нынешней ситуации, поэтому я делюсь ею с вами. Вчера девушки из New Jeans пришли навестить Тэхёна и вместе сфотографировались с солдатами. Автор добавил в скобках: «Мой брат сказал Тэхёну, что он внезапно стал красивее, когда был с New Jeans». Хёншик и Ушик тоже пришли навестить Тэхёна. Он очень красивый и приятный, все делает с инициативой, усердно тренируется с игривым лицом, очень хорошо играет в баскетбол. Заглядывает в магазин в отделении и покупает различные снеки, и у него все хорошо. Интервью с Даниэлой. Это девушка из группы, которая была у Тэхёна в части. Сегодня был действительно веселый день. Сегодня у меня был очень странный день с людьми, которых я встретила впервые, и с людьми, которых я никогда не встречала. Хотя это было похоже на то, как если бы я собиралась во что-то поиграть. Это было очень интересно. Я никогда раньше такого не испытывала. В любом случае, это было интересное место. Я не знаю, могу ли я это сказать, но хотя я еще не рассказывала вам подробностей, я хотела сказать вам, что я была очень благодарна за ужин с каким-то особенным человеком. Это она про Тэхёна. За веселую беседу и за то, что он действительно заботился о нас, как мой старший брат сегодня. Но я была очень благодарна судьбе за то, что могла это увидеть. Сегодня была хорошая погода, и я чувствовала, что буду играть весной. Надеюсь, Чонгуку комфортно в его тихом молчании. Если он нуждается в нем, мы будем ждать весточки столько, сколько он пожелает. Сегодня особенно сильно мое сердце тянется к его сердцу. Знаю точно, он все чувствует. В такие моменты я слышу его слова: «Армия – мое все». И говорю ему в ответ: «А ты все наше, просто будь счастлив, пожалуйста». Мы будем всегда уважать их выбор. У них есть полное право не появляться и отдохнуть от соцмира. Будем ждать столько, сколько нужно. Я думаю, он рад наконец получить больше контроля над тем, какая информация утекает в сеть каждый день. Конечно, и так что-то сливается, но как будто он действительно контролирует этот поток. Думаю, это большой контраст, и ему это нравится. Тэхён в Твиттере 7 лет назад. Ты смотришь это, армия? Сундык о Тэхёне.
Я просматривал несколько фотографий на телефоне руководителя кастинговой группы, и когда я прокручивал страницу вниз, мое внимание привлекла фотография Тэхёна. Я тогда сказал ему: «Подожди, остановись на нем». Несколько месяцев спустя, поднимаясь из тренировочной комнаты в офис, я заметил стоящего там симпатичного мальчика в униформе. Мне казалось, что я где-то его уже видел. Это оказался Тэхён. И тогда я подумал про себя: здорово, он смог сделать это. Корейские СМИ сравнивают тело Тэхёна с телом актера Ма Дун Сока. Актер не только очень популярный актер, но и армрестлер-любитель, известный своим мускулистым телосложением. Он снялся в фильмах «Поезд в Пусан» и «Вечные». Автор песен Ким Ин На включила стиль Визу Чонгука в своем радиошоу MBC в качестве песни, которая ей нравится. Голос Чонгука заставляет слушателей, которые не отправляют текстовые сообщения, делать это. Разве эта песня не милая? После этого двое слушателей отправили сообщение: «Я Арми. Слушать песню Чонгука по радио – это подарок. Я думаю, что песня пахнет ранним осенним утром. Это так приятно». Тэхён в Твиттере 6 лет назад. «Я вернусь». Актриса Чхэ Джун Ан упомянула Тэхёна на своем YouTube-канале, когда рекомендовала свои любимые белые вина. Русский Джек Савиньон Блан. Когда его пьют знаменитые люди, вкус действительно меняется. Друг Тэхёна из BTS сказал, что купил довольно много бутылок этого вина. Подпись: вино, которое прославилось тем, что было любимым вином Тэхёна из BTS. Примечание. Друг не означает, что Тэхён и актриса друзья. Она просто обращается к нему друг, поскольку он моложе ее. И вино становится вкуснее, если его пьет Тэхён. Влияние Ким Тэхёна даже на вкусовые рецепторы. 4 место. Это очень важно. Секрет хороших отношений – правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве любимого человека. Третье место. Возможно, Тэхён и Чонгук виделись во время отпуска. Тут новые теории подъехали. Что вроде как Тэхён сфоткался с 2 разными телефонами, один из которых принадлежит Чонгуку. Я помню, что у них одна модель и похожие чехлы. У Тэхёна раньше тоже был светлый iPhone, как на этом фото, но судя по углам и времени, когда он его носил, это 13 Pro или 14 Pro. Весь последний год Тэхён ходил с черным 15 Pro. У Чонгука последний раз была замечена светлая прошка. На фотографиях у Тэхёна, судя по всему, 2 телефона. Его черный iPhone, к которому мы уже все привыкли, и светлый, как у Чонгука. Именно на светлом видны под прозрачным чехлом фотографии с вечеринки Чонгука. Можно, конечно, предположить, что Тэхён вчера надел на свой черный iPhone серый чехол и сделал все фотки на один телефон с разными чехлами. Но это вряд ли так, по 2 причинам. Полароид с вечеринки явно лежит под прозрачным чехлом, значит серого цвета именно iPhone, а не чехол.
На оригинальных чехлах такого типа не закрывается камера, значит там бы остался черный квадратный участок от телефона Тэйхёна. Но как мы видим, телефон полностью серый. И вот еще. Во-первых, раньше Тэйхён не был замечен с двумя телефонами, ни разу. Во-вторых, на новых айфонах можно ставить две симки, поэтому особого смысла носить два айфона я лично не вижу. Так что это правда два айфона, один из которых очень сильно похож на айфон Чонгука. Убийственные аргументы. И логично вроде бы, что фотки с вечеринки Голден именно у Чонгука под чехлом. Однозначно отпуск провели они вместе. Еще одна интересная деталь, что фотки из армии сделаны на черный iPhone, то есть Тэйхёна, а фотки из дома и прогулки на светлый iPhone, предположительно Чонгука. Второе место. Казалось, видели этот день уже со всех сторон, но этот факт. Тэйхён протягивает обе руки Чонгуку перед тем, как взять его за руку. Тэйхён нежно держит Чонгука за талию, а Чонгук кладет руку ему на плечо. Это так мило. Первое место. Тэйхён приоритет для Чонгука. Чонгук не любит, когда его называют малышом, но он позволяет Тэйхёну называть себя так. Чонгук не любит, когда трогают его волосы, но он позволяет Тэйхёну делать с ними все, что угодно. Чонгук не любит, когда носят его одежду, но позволяет Тэйхёну носить свою одежду. Чонгук не хотел показывать свою голову после того, как сбрил волосы, но позволил Тэйхёну показать их. И ведь этот список можно продолжать и продолжать. То же самое с Тэйхёном, который своему Чонгуку позволяет намного больше, чем любому другому человеку. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!